Когда мы говорим «обретаешь родину», мы же не просто обретаем, не знаю, приусадебный участок. Мы обретаем права для нашего народа. Суть черкесского вопроса в обретении лишенной насильственно их родине. Нам устроили геноцид, нам устроили депортацию и этночистки, нам не подходит это слово, да, вот то, что происходило на черкесских территориях. И спустя 200 лет ассимиляционных процессов, лишения языка, духовности, вырывания из груди той же религии, да, мы не раз упоминали в советское время то, что происходило. И после всего этого, 89 год, возвращение черкесского знамени, объединяющий фактор, который под этим знаменем черкесы смогли объединиться и снова понять, что это единая нация, адыгахляп жуатара. И сегодня адыгахляпом здесь анхуй. Здесь ты не можешь в Гондурасе сделать им этот дом или где-то еще. У них есть своя родина. И именно обретение этой родины на своей земле, это и есть суть черкесского вопроса. А механизмы как бы есть разные этого достижения. Но сегодня просто украинские события ускорили процессы определенные. Не определенные, а вообще в принципе процессы глобальные, которые происходят, события в Украине ускорили. Когда мы говорим «обретаешь родину», мы же не просто обретаем, не знаю, приусадебный участок. Мы обретаем права для нашего народа. А правом для нашего народа является как раз-таки то, о чем ты говоришь, сохранение языка, сохранение культуры, развитие, даже не сохранение. Это сегодня мы боремся за сохранение, но мы хотим развивать, потому что механизмы, которые были в нашем обществе, достаточно прогрессивные. И просто получилось так, что оборвался наш народ в своем развитии в какой-то момент и развивается сегодня в других странах и на другие страны. А сегодня мы говорим о том, что мы хотим развиваться для себя, для своей страны. Я убежден в том, на примере России опять же, если бы Россия вела политику укрепления своей экономики, развития, развития малых народов, которые проживают на ее территории, то это государство было бы вожделенным для других соседних. И никакая Украина или Грузия даже не захотела бы от нее уходить ни за что. Но сегодняшняя Россия – это колониальная империя, которая продолжает политику колониальной империи.